продолжаем работать над станком. Значит, в данной серии я хочу вам показать про то, как мы с вот этого китайского шпинделя R8 сделали маленькую коротышку. Значит, что мы сделали? Ну, здесь были длинные шлицы, может, вы видели на прошлых фотографиях. Вот, я его обрезал, эти шлицы, проточил, нарезал здесь вот резьбу. Вот такая вот получается штуковина. Вот. Кроме всего прочего, сделал гайку, которая в это место закручивается, стягивает как бы эти шкивы. Вот. Как фрезеровались эти пазы, вы видели на предыдущем видео. Вот. Как точить ее, но я не снимал. Здесь тоже есть стопорный винтик. Вот. И в принципе все. Вот. И кроме того, сделана была еще вот так вот за одну установку такая дистанционная втулка, то есть точилась внутри, торцевалась, растачивалась и отрезалась. Значит, для чего она нужна? Здесь будут стоять подшипники, но подшипники будут стоять только примерно до вот этого узла. Эта втулка нужна для того, чтобы гайка доставала до подшипников и нажимала. Значит, какие требования предъявляют станкостроители, ну это там можно почитать в справочниках, но вот эта втулка, она должна быть довольно длинная и довольно точно сделана для того, чтобы равномерно давить на подшипники. То есть я вот ее выточил с минимальным люфтом. Вот, где-то видео у меня там есть, ну, не знаю, не найду, наверное. Вот. Так, в принципе, там не сильно интересно. Вот. Потом, значит, будет ставиться подшипники, ставится вот эта втулка дистанционная, стягивается вот этой гайкой. Вот. Одеваются шлицы и натягивается вот этой гайкой, все это еще раз бутерброд стягивается и фиксируется. Значит, сразу хочу отметить, я не ставил люнет. В принципе, для данной операции, конечно, было бы лучше в люнете это все сделать. Но не ставил и все, не захотел я морочиться с этим всем делом. Результат получился довольно нормальный. В общем, все увидите. Дошла эпопея проточки шпинделя. Значит, выставил по подкладкам шпиндель. Сейчас я включу обороты. Две сотки здесь. Вот. Вот. С этой стороны чуть-чуть больше, конечно. Ну, тоже терпимо. Я же не посадку под подшипник делаю. Это просто обрезается, режется резьба, для того, чтобы все это дело стянуть можно было. Вот. Ну, в общем, все увидите. Что ж, пока выключим. Коснемся, поймаем размер по иксу. Было бы веселее. Наверное, да. Ты уже бесплавно пошел? Какой? Ты же хотел... ты не ставил, молодец. Я еще пока хочу, да. Нет, это ВКшка. Это ВКшка, да. ВК-8. Там она не подкалена, не сильно.
Сейчас я еще рядом чуть-чуть сделаю заезд еще один, и дальше буду точить простым резцом, циклом, потому что это, ну, мне надо просто сделать врезку под проходной резец. Так. Ну что, достаточно? Или пройдем еще? Так, поставил вот такой вот резец с узкой пластинкой, вэшкой. По Z я привязался, сейчас коснусь вот здесь вот этого диаметра, мне не важен, как бы, и проточу в чистовую вот эту площадку под резьбу. Я оставлял там 50. На самом деле немножко больше, потому что отбивало. Сейчас это все дело подкорректирую. Резьба, в принципе, стандартная, тут не совсем обязательно, потому что айку ответную я буду делать, как бы мне без разницы. Так, слож пока прикроем. Поверхность, мягко говоря, не очень. Ну, ничего. На большом вылете люнет ставить можно было, но смысла в этом по большому счету нет. Так, что нам еще надо сделать? Нам надо сделать канавку для захода.
планку для захода. Резьба с шагом 1,5, но я сделаю глубже на глубину 2 миллиметра. Этот заход. Канавочка. Вылет, конечно, бесхожный. Посмотрим еще, как будет резьба резаться. Но у нас вариантов все равно нет. Так, меняем резец. Резьбовой резец поставили, ВК-8. Вот, привязал. Значит, сейчас режем резьбу. Уже 80. Ну, здесь настойка такая. X не трогаем, Z0. Так, количество проходов 15. Шаг. Минус 1,5. Минус здесь для того, чтобы резало наружную резьбу. Если наружно, ставим минус. Если внутренне, то плюс. Дельта нет, ничего. Так. Z0 проверяем еще раз. Прохода, наверное, многовато. 12 проходов. Так, срежем с X20 Z17. Включаем обороты. Ну, понеслась. Нарезали. Ну, очень даже, я бы сказал, неплохо. Так, с учетом того, что мы ответную деталь будем делать под нее, то я, наверное, больше ничего делать не буду. Вот. Заусенцы здесь я на щетке сниму, потому что они здесь немножко такие вот это. Вот. И обрежу, но обрезать я, наверное, буду просто болгаркой, потому что страшно, что это все дело полетит в лобешник. Вот. Будет как-то не очень красиво. В общем, может быть, не так красиво, как хотелось, но работать оно будет.